Срочная эвакуация из Донецкой области. Как украинский журналист спас сотни российских призывников и блокировка еще одного мессенджера. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. О чем договорились и о чем говорили Путин с Алиевым? Кому больше нужен этот визит? Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении. Срочная эвакуация из Покровска. Что будет с линией фронта? Но мы понимаем, что в течение недели там все потихоньку будет сворачиваться. Важнейшее открытие – прорыв в диагностике рака. Ученые получат возможность диагностировать болезнь на самых ранних стадиях. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Срочная эвакуация из Покровска. Жителям города дают 2 недели на то, чтобы его покинуть. К Покровску приближается российская армия. В день оттуда уезжает 500-600 человек. Скорее всего, на этой неделе из Покровска будут эвакуировать семьи с детьми принудительно. На сегодня пока в Покровске работает все сервисы полностью, то есть еда, и вода, и электричество, и газ, и коммунальный транспорт ездит, и магазин, рынки, банки, суд, ГМС, ЦНАП. Пока что работает все. Но мы понимаем, что в течение недели там все потихоньку будет сворачиваться. Оккупанты находятся в 10 километрах от Покровска и в 6 километрах от Мирнограда, говорят в районной администрации. Эксперты называют Покровск очень важным хабом, и длительное время он был прифронтовым, местом дислокации многих подразделений. Путин в Баку, пока ВСУ в Курской области. Это первый его визит с начала широкомасштабного наступления. И по заявлению азербайджанского президента он доволен развитием отношений между странами. А вот о целях визита публично никто так и не заявил. Путин промямлил что-то про урегулирование конфликта, но точно не вспомнил о российских миротворцах и о том, какой вклад они внесли в урегулирование так называемого Карабахского конфликта. Всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении, но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем за даже последние несколько лет, она диктует нам необходимость участия в этих событиях, конечно, в той части, в которой это востребовано сторонами. Это без всякого сомнения. Я знаю, что Азербайджан нацелен на завершение всех процедур. Зачем на самом деле прилетал Путин? Какие интересы у Ильхама Алиева и вредят ли они партнерству с Украиной? Поговорили об этом с Тарасом Загородним. Во-первых, показать, что есть страны, где его еще принимают, да, то есть показать, что нет информационной изоляции. А Азербайджан ведет достаточно активную внешнюю политику, выстраивая ровные отношения со всеми странами. Это раз, главная задача. Вторая, совсем главная задача, это, конечно же, газ. Газ, потому что в конце этого года заканчивается контракт на прокачку газа через территорию Украины в Европу. Его пролонгация под какими-либо соусами очень интересна России, потому что там те 5 миллиардов, которые они получают, это все-таки большие деньги для «Газпрома», который сейчас находится на грани банкротства. И инкро-бизнесу нужен какой-то транзит. Ходят упорные слухи, что через Украину может быть оформлен транзит разного рода газа. Либо там туркменского, либо азербайджанского. Газ это всегда был, знаете, президентской темой на постсоветском пространстве. И для Путина тем более. Кроме того, бойцы ВСУ в Курской области публикуют видео с газораспределительной станцией «Газпрома», которое может означать, что станция под контролем Украины. Может быть, как раз из-за этого Путин полетел в Баку договариваться о форс-мажоре в поставках газа. Что это все значит, о чем это говорит, мы спросили у Ивана Уса. Скорее даже газоизмерительная станция, то есть это та станция, которая позволяла России получать информацию о количестве газа, который она отправляла в
Европейский Союз и сверять данные, которые были в Судже, с данными, которые европейские страны получали на выходе этого самого газа из. После информации о том, что вот эта газоизмерительная станция в Судже оказалась под контролем Украины, возникла такая, не то чтобы паника, но резкий рост цен на природный газ в Европе, он достиг порядка 9%. Но если посмотреть на эти цифры не в, скажем так, не в разрезе неделя-две, а в разрезе периода полномасштабной войны, то можем сказать, что цены, которые сейчас в Европе, они в 10 раз меньше цен, которые были в августе 2022 года на пике вот этого взлета цен на газ. Несмотря на изменение ситуации, «Газпром» заявил, что газ в Европу поставляется, Украина заявила, что газ транспортируется в страны Европы, Европа говорит о том, что газ получается. То есть никаких изменений в вопросе поставок газа не произошло. И заявление, что сейчас поставки газа прекратятся, они не имеют оснований. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Не может Россия просто так уступить своей территории Украине. Это должен быть только глобальный заговор. О том, что это не Украина или не сама Украина захватывает Курскую область РФ, не говорил только ленивый. А самый ленивый подытожил. На воре шапка сгорела давно уже. Потому что вот эта эволюция от «мы здесь ни при чем», нас никто не спрашивал, в последующем перешла во фразу «да, к нам обращались, мы не разрешили», но Залужный ослушался. Слушайте, это детский лепет. Всем прекрасно понятно, что никогда Зеленский не решился бы на это, а это, безусловно, Зеленского решение. Как он сейчас хвалится, что создает буферную зону, наносит ущерб российскому государству. Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили Соединенные Штаты Америки. Так же, как Соединенные Штаты Америки, теперь уже ни у кого сомнений нет, стоят за взрывами северных потоков, которые взрывы оставили Европу без дешевого российского топлива и, соответственно, без устойчивой основы экономического развития. А потом Лавров удивляется, почему ему визу в США не дают. Тем временем украинские журналисты и главный редактор издания «Цензор.нет» в военкомате в Судже помогает россиянам не воевать. Список разумных людей. 110 ОР, находящиеся в розыске вследствие уклонения от мероприятий, связаних з исполнением воїнської обязанності. Звичайно, ми не дозволимо потім російському військкомату отримувати всю цю інформацію. Допоможемо громадянам, які не хочуть воювати і вмирати за Путіна, які не дають Путіну себе вбити. Допоможемо тим росіянам, які свідомі. Так що ці справи будуть особисті, нами знищені. От так. Запалюємо. Сегодня в России, скорее всего, тренировались блокировать мессенджер Telegram. Об этом заявил директор Российского общества защиты интернета Михаил Климарев. Массовые сбои в работе мессенджера были зафиксированы только в России. В других странах мессенджер работал исправно. Кроме того, в британской разведке считают, что российские власти собираются заблокировать еще один мессенджер Signal, а Роскомнадзор даже запретил его использование на территории РФ. Аргументируют в ведомстве запрет тем, что хотят предотвратить использование мессенджера в экстремистских или террористических целях. Это происходит в то время, когда российское правительство запрещает независимые медиаорганизации и блокирует YouTube и службу обмена сообщениями WhatsApp. Меры направлены на усиление государственного контроля над доступом к СМИ и информации в России.
В разведке считают, что такое ограничение может быть направлено на контроль коммуникаций граждан в принципе, а не только на нераспространение информации о курском наступлении. К тому же таким образом блокируют коммуникацию противников режима. Расспросили об этом эксперты. Ну, я согласен, что это тесты на блокирование интернета. Они давно над этим работают. В принципе, почему? Потому что ФСБ, как ФСБшники, да, бывшие КГБисты, они знают, что пропаганда хорошо работает только в тех условиях, когда нет источников альтернативной информации. Если где-то начинается какая-то информационная брешь, появляются сомнения, появляются разные мнения и так далее, и поэтому пропаганда не так хорошо работает. Тем более, что в России, ну как во всем мире, в принципе, падает количество людей, которые постоянно потребляют телевидение в качестве основного источника информации. Растет количество людей, которые пользуются интернетом, и это нужно контролировать. Соответственно, вот эти вот попытки блокирования Ютуба, попытки блокировать любые мессенджеры, выставить такой вот firewall по китайскому сценарию для того, чтобы никакая лишняя информация не попадала в Россию, либо через неконтролируемые каналы коммуникации была координация каких-то действий неконтролируемых ФСБ-групп. Санкционные детали для Российской Федерации поставляет фирма из Флориды. Издание The Insider пишет о том, что компания Miami Technics в этом году отправила в Россию 2 партии подшипников для самолетов. Компания завезла в Россию авиазапчастей в общей сложности на $400 тысяч, более 292 тысяч из них пришлось на технику, которая находится под экспортным контролем. Мы поговорили с экономистом о том, много ли таких компаний, и может поэтому в России заявляют, что санкции на них не влияют. Уже есть 14 пакетов санкций ЕС, множество санкций, введенных Соединенными Штатами Америки, их союзниками. Они зачастую направлены на то, чтобы нивелировать недостатки предыдущих пакетов санкций. То есть действительно есть множество фирм, включая фирму в США, которые продают же не напрямую для России, они продают через посредников неких третьих сторон, и дальше эти третьи стороны передают России. Поэтому здесь все-таки надо усовершенствовать механизацию в контексте контроля за дальнейшей судьбой товаров, которые подсанкционны для России, которые продаются в другие товары, с введением, как мне кажется, возможности запретов для поставок подобных товаров в страны, которые будут уличены в том, что они были как некая страна для реэкспорта этой продукции в Российскую Федерацию. Важнейшее открытие в диагностике рака сделали американские ученые. Они нашли новый вид РНК, который запакован в крошечные частицы, обнаруженные в анализах пациентов с раком простаты. Такие молекулы меняют структуру в случае заболевания, а это означает, что их можно использовать как маркеры во время диагностики. Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам снимать новые видео, и мы вам за это благодарны. Призываем не останавливаться на этом, также призываем ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал, все это тоже очень важно. Но у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.